Вы даете добровольное согласие на этот разговор, на его запись и на его последующую публикацию? Да, Вы добровольно сейчас со мной общаетесь? да. Представьтесь, пожалуйста, полностью, как вас зовут. Я Красноярцев Александр Васильевич, майор, начальник воздушно-огневой тактической подготовки, старший летчик войсковой части 86789. Где вы учились? Краснодарская высшая. Нет, со школы. Город Оренбург, школа, 9 классов окончил. Потом 2 года кадетский корпус. Вот. После поступил в... Можете назвать классного руководителя со школы? Имя, Субботина Валентина Сергеевна. Хорошая память. А несколько одноклассников? Любых. Сейчас. Любых сразу в голову приходит. Не важно, им за это ничего не будет, за то, что они с вами учились в одном классе. Беляев Миша. Ну, Как бы с ними не поддерживаю контакты. это не важно. Беляев, Я Миша. задаю эти вопросы, потому что из России пишут, что вы это фейк, вы актер из ЗСУ, вы не настоящий человек, вы не из России. Поэтому мы пытаемся дать какие-то ваши установочные данные для того, чтобы ваши же люди, до них дошло, где вы, и что вы реальный человек из России. Вот, в кадетском корпусе были, учились со мной, ну это уже 10-11 класс получается, учился с Забировым, Тужик, Ну, девушка, наверное, какая-то вам нравилась, как звали ее? Ладно, окей. Лена, Лена. да. А фамилия у Лены? Не Не помню, помните, да? Лена, была Лена какая-то. Хорошо. В принципе, человек вы известный, я думаю, что вас узнают. Да? Да. Расскажите, пожалуйста, про свой военный путь. Где начинали? Окончил, Вот здесь опять с учебы, да, и закончил в 2008-м Краснодарское высшее военно-авиационное училище летчиков. Вот, после этого попал в ПГТ Джида, Бурятия. я прошу прощения, что вы такой напряженный? Да. Ну, Сейчас. впечатление, что вам как-то тяжело говорить. Вы расслабьтесь, потому что вы же прекрасно понимаете, что это интервью. Да. Это не допрос, то есть вы говорите добровольно, как вы только что сказали. Пожалуйста, Хорошо. свободнее. После выпуска попал в ПГТ Джида, Бурятия, на должность старшего летчика. Вот. В 2010 году в связи с реформацией часть была переведена в город Челябинск. Вот. Там же, ну, полным составом, там же проходил должность на должность старшего летчика. В 2017 году был назначен на должность командира авиационного звена. Вот. И в 2021 году, в сентябре, был назначен на должность начальника воздушно-огневой тактической подготовки, старший летчик войсковой части 86789. Вот. Далее. Далее, ну, проходил на должности этой. Вот. И в 2022 году уже попал сюда. Вы ничего не пропустили из своего боевого пути? Ну, участвовал в специальной операции в Сирии в 15-м, 16-м, 17-м и 20-м году. Командировка был. Сколько было вылетов у вас по Сирии? В районе 180-200. Сколько вы выпустили боевых снарядов за это время? Не могу сказать точно. Ну, примерно за вылет в среднем. Ну, бывали вылеты, что без этого, без снарядов, ну, где-то в среднем по 4 снаряда. Вылеты без снарядов с какой целью? Не без применения. Без применения. Да. А в среднем где-то 4, да? Ну да. Что бомбили вы в Сирии? Доводились координаты также, вот, и с больших высот работали. Вы знаете, что в Сирии тоже там гибли мирные люди, и также были обстрелы мирных домов? Ну, как нам доводили, что по мирным жителям не работаем, только по военным и
и военной техники, вот, и ну, как противнику. Вот, именно не говорили, что сейчас полетите там бомбить мирных жителей, еще что-то. Такого никогда не было. Вы догадывались, что вы все-таки бомбите мирных жителей или нет? Или вы не задавались просто этим вопросом? Да, задавался этим вопросом, но командование уверяло, что не работаем по мирным жителям. Скажите, а вот как в обзорной части для летчика нет возможности увидеть примерно, куда падают ваши снаряды? Ну, как бы свысока видно, что куда-то упали, а именно, что куда не разобрать. То есть так примерно, предположительно, на город ваши снаряды никогда не попадали, не могли попадать, да, из того, что вы видели? Где-то в пригороде прям это, ну, работали, но чтобы прям по центру, я такого не помню, чтобы... Вы знаете, что в Украине уже, я не пытаюсь на самом деле ни до чего докопаться, там, по Сирии, да, это люди пусть смотрят, себе свои выводы делают, на самом деле все и так прекрасно понимают. А вы понимаете, что ваша авиация в Украине уже почти стерла с лица земли 4 города? Да, мне здесь уже доводили, что, ну, и показывали, что по роддому также работали, вот очень такое видео. Вот, ну и по зданиям, которые школы работали. Вот, и когда меня сбили, я видел, что школа разрушена в Чернигове была, вот, и здание. А драмтеатр в Мариуполе, что можете сказать? Или вы не смотрели этого, не показывали? Только доводили, что по драмтеатру там в подвале были мирные жители. С детьми, маленькими. С детьми, да. Вот, работали. Ну, сколько мне сказали, что, слава богу, они живы все остались, а здание разбомблено. Ну, мы еще сами, во-первых, не знаем, все ли там живы остались или не все, поэтому вряд ли вы можете об этом знать. Но там было крупными буквами написано «дети» с одной стороны и «дети» с другой стороны. Скажите, что для россиян нельзя писать, да, что дети, это, то есть пишут для того, чтобы не ударили, да, а получается, что это для них как красная тряпка. То есть дети, значит, надо ударить по детям. Не могу вам ответить. В обзорной части у летчика видно крупные буквы «дети». Вам найти эту фотографию? Ну, как бы я верю, что это в обзорной части, ну, как команда... Я говорю в обзорной части, потому что я гражданский человек, я не понимаю. Я понял вас, это доводит только координаты. Вот, ну, если хорошие погодные условия, то есть... Ну, Хорошие да, погодные условия. В человеческий рост буквы по буквам «дети». Возможно это увидеть. Возможно. Да. Да. Я понял. Ну, давайте теперь вашу историю по вашим вылетам над Украиной, и что и когда это началось. Первый вылет я выполнил 28 числа. Нет, давайте не так. Когда вам довели про начало спецоперации? Когда вам довели? Ну, скорее всего, как и всем, 24 числа было доведено, после чего, ну, начали готовиться. Там разбирать ПВО, какое есть, ну, какие трудности могут для выполнения, ну, именно с ПВО связанные быть. Вот. Первый вылет, ну, наша группировка выполнила 28 числа. Откуда и куда? Выполняли с аэродрома Сеща, Брянская область. Вот. Еще раз. Сеща, Брянская область. Вот. Первый вылет выполнял в район, в Киевскую область, где-то в район аэропорта. Вот, по координатам работали ночью уже, то есть где-то, ну, после того, как стемнело, то есть, наверное, по московски где-то часов 7-8, ну, 9 было времени. Сколько еще с вами летчиков других вылетело из аэропорта Сеща Брянской области? Именно 28-го? Или... Можно 28-го, а вообще мне интересно, сколько их там летает. Всего 10 самолетов было и, ну, 10 экипажей, ну, плюс командование. Это именно из этого аэродрома, правильно? Да. А в общем и в целом по Российской Федерации вот общую примерную сумму можете назвать? Сколько? Нет, примерную сумму не могу, но как бы подразумевал, что все аэродромы, которые, ну, ближайшие там границы находятся, на них, ну, с авиацией.
Каким самолетом вы управляли? Су-34. Сколько Су-34 на вооружении российской армии? С 2006 года, если не ошибаюсь. Нет, я говорю, сколько их по количеству? Ну, в районе 100. В районе 100. А какие еще самолеты используются? Су-30, Су-35, сколько я знаю. МИГи? Ну, МиГ-29 не могу сказать, что используются они. Ну, и сколько их в общей сложности? Э, Нам просто людям надо понимать, сколько еще надо сбить, чтобы нас перестали бомбить. Ну, МиГов, насколько я знаю, там их очень мало осталось, только Мгм. в Астрахани полк Мгм. на МиГах, и то там уже старые, как бы. Ну ладно, Вот. хорошо, В МИГи оставим. в По основном сушкам. Су. Ну, Сколько воинской части у вас было в суше? у нас 24. Сколько из них исправных? Э, Ну, в районе, наверное, я думаю, 15 где-то. Остальные что с ними? Ну, вышли по регламенту работы, блоки, которые отправляются там на завод для ремонта. Вот, потом как бы приходят блоки, и они боеготовы, самолеты становятся. К 28 числу сколько было уничтожено ваших самолетов? Части? К 28 числу не было, именно после вот этого вылета был один сбит самолет. Вот, один, получается, сбили самолет есть 28 ваш? числа. Да. Или перед вами еще был кто-то? Нет, ну вот там 5 экипажей примерно выполняли вылет этот. Вот одного сбили. Так сколько сушек примерно по России? Ну, Всего? где-то, Всех? Примерно где-то 100, точно не Не, скажу. ну вы сказали 100, это с одной там цифрой какой-то. Не, ну это всего. Это всего всех Су, да. 100 штук, да? Нет, это Су-34 я имею в виду. Да, а других Су? Про другие не могу сказать, Су-30-х, Су-35-х сколько. Их Ну, меньше, примерно. больше? Так, ну или так же, или побольше. И тех еще по 100 штук, да? То есть всего может быть 300 самолетов, да, на вооружении стоит? Ну, возможно, точную как бы цифру не скажу. Не интересовались. Хорошо. В Вернемся. Википедии сказано, что у вас около 500 самолетов разных моделей, разных марок. Это соответствует плюс-минус действительности? Ну, я думаю, да, возможно. Сколько из них рабочих? Ну вот вы знаешь, зная ситуацию ваших вооруженных сил, сколько из них рабочих? Ну вот на тот момент, пока меня сбили, я думаю, процентов 70 было боеготово, как бы, ну, уже прям сразу, а остальные, ну, как говорил, уже требовались каких-то там ремонтов, и, в принципе, потом тоже могли быть боеготовыми. Что означает буквочка ЗВО? Вот эти вот Не знаю, буквочки. тоже нам не доводили. Доводили, что будет наша техника отмечена вот этими буквами, а что они означают, нам не доводили. Грузовик Вермахта, 40-й год, ничего не напоминает? Ну вот буквочка, буквы ничего не есть. напоминает? Ну да, буквы В. Они тоже, наверное, не знали, что они означают. Окей. Это называют новой свастикой уже в мире, если что. Знаете об этом? Нет еще. Ну, вот эти ваши буквы. Хорошо, да. Ну вот, собственно говоря, ваш вылет. И что дальше? 28-го вот выполнили вылет, прилетели на аэродром. Ну, в процессе полета, получается, одного экипажа уже не дозвались по прилету. Определили, что он был сбит. Вот. Командование с ним связалось, там, по сотовым, по... Я же спрашивал, был сбит другой самолет перед вами еще или нет? Вы говорите нет, Я сейчас же вы говорите. 28 числа же, я говорю, был сбит самолет. Но это был не ваш самолет, Не, другой нет, самолет. да, Я да, понял, да, хорошо. 28. Вот, его сбили, вот, и в итоге экипаж эвакуировали. Вот, экипаж мы не видели, его сразу в госпиталь отправили. Вот. Потом дальше продолжать? Да, конечно. Вот, второй вылет у меня был 4 числа в районе Чего вы за первый вылет не рассказали? Что вы, сколько вы скинули снарядов, куда вы их скинули? 6 ОВЗАП 500, ну, работали также по координатам. Вот, знал, что где-то в Киевской области, в районе аэродрома. Вот, что именно, не знал.
Вот. Я хотел уточнить. Вы офицер высшего, Да. вы офицер. У вас забрали телефон? Телефон не забирали, но в том как бы месте, где мы находились, они были запрещены и для использования. Я не про это. Я думаю, что вы знаете, что такое Google карты. Да. Я думаю, да, вы конечно. знаете, как пользоваться координатами. И вы хотите сказать, что вы не знали, куда вы сбрасывали, что? Нет, ну я уже объяснял до этого, что дается время на подготовку, то есть и имеется карта у каждого экипажа. Вот, и уже экипаж, дается время, там, немного времени для подготовки, то есть посмотреть маршрут полета, вот, посчитать по топливу, хватит ли для выполнения задания. Вот, и как бы примерно по карте смотришь, куда летишь. Именно по телефону не смотрели. Ну, я еще раз говорю, это просто информация, которая идет, зритель тоже может сам себе как-то это все понимать, анализировать, да. То есть не будем сильно очень прямо углубляться. Хорошо, далее, 28 число, еще раз. Что дальше было? Вы узнали, что сбит самолет? Да, сбит. Ну, уже было поздно. Нас, кто выполнял вылет, отправили отдыхать. Вот. Отправили отдыхать. С утра мы уже нам довели, что экипаж был спасен, вывезен. Все, как бы. Вот. Потом ставили задачи, как бы выполнялись полеты, но я до 4 числа не выполнял полетов. Вот. Задачи были, но они почему-то там сейчас принесут цели, потом отбивались, то есть ничего не доходило до реальной работы. Вот второй вылет я выполнил 4 числа. А до 4 числа вы сбивались, какие-то ваши самолеты, что-то происходило? Нет, не было сбитых. Ничего Не было, да. Мгм. Я понял. Ну вот ваш вылет 4 числа далее. 4 числа поставили также задачу. По карте это было южнее населенного пункта Чернигов, дорога была. Вот, 8 зарядка 250, АФАП 250-270. Вот. Можно подробнее про вот эти вот цифры? Осколочно-фугасная бомба. Авиационная бомба. Осколочно-фугасная авиационная бомба. Мгм. Какой радиус поражения у нее? Примерно километра полтора. Километр полтора. Мгм. В километре полтора ничего живого не должно остаться, да, после сбрасывания этой бомбы? Как бы доводили, что там скопление вооружения военной техники. Вот. Дорога за городом была. Тут вы знаете, что это была дорога за городом. На карте была как бы дорога отмечена по координатам. И что вы по этой дороге сбросили эти снаряды? Да. Получается? Все, и вернулись обратно. Да, вернулся обратно. По колонне вы, получается, военной? Или почему? Характеристика цели была, что скопление вооружений военной техники, именно не знаю, что там было. Ну хорошо. И дальше? Выполнил полет, вернулся на базу. Вот. В этот день больше не выполнял полеты. Вот. На следующий день с утра сказали, что сейчас скоро принесут координаты. Вот, как бы, 5 число. 5 число. Ждали, что принесут координаты. Принесли координаты. По времени где-то по-московски часов в 10, наверное, примерно. Вот. Дали быстро подготовиться, минут 10. Точка находилась севернее города Чернигов. Вот. Боевая зарядка была 6 ФАП-500. 500 это вес. Да. Оно как калибр идет, там вес может немножко варьироваться. То есть А плюс-минус. 500 это какой радиус? У них они не осколочные, у них просто разрывная, как бы. Какой радиус поражения? Наверное, то, что вокруг-то метров 500, наверное, до километра. Вот. Так.
получается, залетел, вот, прибыл в район цели. А какая там цель была? Тоже скопление вооружений, военной техники. Я так понимаю, у вас все время скопление. Ну да, там характеристика цели, когда приносят цели на бумаге, там написано, что там скопление, там бывает, что там командный пункт, там еще что-то, там, такие характеристики, то есть краткая характеристика. Можем остановиться по этой части, и я хотел бы вам задать вопрос. Кого и от кого вы таким образом освобождали? По вашему личному, чисто человеческому, непрофессиональному мнению? Уже сейчас мнение свое или на тот момент говорить мнение? На тот момент. На тот момент, что русскоязычное население притесняют образом, что не дают разговаривать на родном языке. Вот. Поразительно. Я же говорю, что это на тот момент, когда я полетел, что... Я понял, откуда вы взяли эту информацию? Из телевидения и как бы, доводили, что... Блогеров каких-то, наверное, смотрели? Блогеров нет, по телевидению то, что вот объявили, что нацизм, вот. А как оказалось, нацизм это немножко по-другому здесь. Нацизм это те люди, которые свою родину любят и защищают ее. Преимущественно на каком языке с вами общаются? Преимущественно на русском языке. На русском языке. Хотя могут и на украинском. Нет, да, на украинском. Есть здесь в этом какое-то проявление нацизма? Нет. У нас в Украине люди жили, да, и русские, и русскоязычные, и какие угодно, и говорили, и всегда, в общем-то, никто им не мешал. Российское телевидение зачем-то сделало акцент именно на тех людях, которые якобы пиарились на том вопросе, что вот они кого-то там притесняют. Хотя по факту это единичные случаи. Как вы считаете, из этих единичных случаев нужно было бомбить города украинские? Нет. А по логике, если единичные случаи так сильно мешали там вашему командованию, что нужно было сделать? И взять, как бы, пройти переговоры, и этих людей, если здесь притеснение, как бы, не эвакуировать, а как перевести в Россию, что, или разобраться. Тех, кого притесняют, да? Да. Надо было вывести в Россию. Но фактически тех, кого притесняют, так никто никому не показал, да, я так понимаю? Уже когда я увидел, что, во-первых, отношения здесь не то, как я ожидал, что будет, а хорошие отношения. То есть, я не про отношения. Я не прошу я вас ожидал, сказать. что, по-моему... Я имею в виду, что вам, вы офицер, просто с вами можно чуть подробнее об этом поговорить. Более того, все знают, что вы это вы, если там уже не совсем полностью отбитые. Вот вам показывали все время там факельные какие-то шествия там в Киеве, да, вот эти вот марши, да, вот это же рассказывали вам, что вот это вот как раз вот. Да. Это кто, нацисты или националисты? Я просто, как вам об этом рассказывал? Националисты, по-моему. Националисты, да. А скажите, пожалуйста, а вот националисты, они в разных странах есть в мире? Да. Есть такие, да, ультраправые, да, в разных странах. В России они есть? Да, получается. Показать вам фотографии из России с аналогичных маршей? Хотите увидеть? Да. Хорошо. Останови на секунду. Поехали, смотрите. Я сразу говорю, ребятушки, я монтировать ничего не буду, в телеграм-канал ко мне заходите, посмотрите все эти фоточки при желании. Но это вроде как просто какие-то красные флажки, да, и тут вроде как церковь, то есть ничего такого, да. Идем дальше. Это что? Свастика. Это где? Вы узнаете, это митинг в России. Митинг. Митинг в России, да, со свастикой. Дальше идем. Это кто? Священника, вы знаете? Нет. Это российский священник? Вы не знаете? Не скажу. Вот тут вот ополчение имени какого-то Пожарского, что-то такое. Это я говорю о том, что это у вас происходит. Вот какой-то депутат ваш. Я прошу прощения, я просто на ходу вспомнил, что эти фотографии. Просто ваш депутат? Тоже не в курсе, да? Вот на Киев, видите, там на Киев написано, и вот у человека свастика тоже вот там. То же самое, вот наколки. Сейчас я вам покажу из Донецка аналогичные вещи.
Вот, кстати, тоже. Это тоже какие-то ваши ребята, националисты или кто это, я не знаю. Но у вас тоже были такие марши. То есть это можно. Вот это называется Калаврат, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот это вот. Такая вот свастика на ваш там манер. Я не вникал в эти все нюансы. Вот тоже священник. Видите, под теми же флагами. Ну, якобы зигу бросает. Хотя не обязательно, может быть, так в кадр просто попал. Вот тоже не обязательно, но вполне возможно. Да, вот эти вот. Что это какой-то нот, национальное единство или что-то в этом духе. Вот это среди вагнеровцев ваших, вот такие вот ребята. Знаете его? Ну, ЧВК то, что... Да. Да, и вот это вот представитель ЧВК. Вагнер. Тоже, видите. То есть доказательство того, что в России проводились тоже такие марши и тоже есть националисты, их в принципе можно не приводить, потому что понятно, да, что есть везде, в каждой своей стране свои там ультранационалистические группировки. Мы можем с этим согласиться или нет? Да. Да. Но почему-то ваше телевидение возвело это все в такой культ, постоянно акцентировало именно на этом внимание. Хотя этот марш у нас с факелами, там 50-100 человек бывает пройдет. У нас демократическая страна. Почему мы должны им запрещать это, по вашему мнению? Ну, государство не должно запрещать это прохождение таких акций. Это у вас человека с пустым плакатом задерживают. У нас такого не делают, мы по-другому живем. Мы так, как вы, не хотим жить. Понимаете? Окей, хорошо. В общем, вы тогда думали, что вы едете освобождать Украину от каких-то нацистов или националистов. Ну, между ними есть разница вообще, знаете? Ну, националисты это люди, которые любят свою страну. И Ультрапатриоты. Ультрапатриоты, да. То есть явление привычное для... Ну, оно для меня почти здесь всех стало стран. уже понятным, кто Да. там националист. Так вы от нацистов или от националистов ехали освобождать? Ну, от нацистов. От нацистов. От нацистов. А нацистов как вы вообще себе тогда в таком случае представляли? Непонятен вопрос. В смысле, как это? Ну, с националистами еще понятно, Ну, да. их хотя бы там показывали, там, то есть что это. А нацисты это кто в Украине такие должны были быть? Ну, подвижники, как бы, Третьего рейха? Да. Нашли? Нет, ни одного не видел. Я понял. Окей. Ваши цели на тот момент, ваше отношение на тот момент было понятно. На этот момент что? На этот момент, когда сбили, уже много про это думал, потому что уже сколько дней прошло. Во-первых, после этого думал, как, или в плен возьмут, что разорвут это. Никто не дал разорвать, все как бы здесь люди, как сказать, адекватные, то есть не тронули. Потом объяснили, что с какой целью я сюда приехал, они, и что ты здесь увидел. От каждого человека как бы они слышали мою историю и показывали, что здесь происходит. Не показывали, рассказывали больше, что здесь нет никакого нациста, никакого притеснения. Люди здесь как бы, немногом прошлом, до начала всего этого, относились к России как к своему брату. Естественно, что после того, что здесь уже натворили, никогда мы братьями и друзьями уже не будем. Что самое характерное, почему-то утюжат самые исторически лояльные к России города. Такие как Харьков, например. Исторически лояльный к России город. Там действительно большинство населения русскоязычное. Когда взяли, не со мной разговаривали как бы на русском языке. Все, это не существенно. Вообще, этот вопрос у нас вообще на самом деле никогда не стоял. Я говорю, у вас там выхватывали какие-то эпизоды и показывали там на вашем телевизоре, ваши блогеры вот эти вот, рассказывали вот это все. Акцентировали на этом внимание. Они рассказывали такие вещи, о которых я, живя в Киеве, не знал даже, не подозревал. Мне оттуда звонят из Питера, говорят, слушай, а ты знаешь, что у вас в Киеве бандеровские чтения проводятся? Я говорю, да ты что, серьезно? А что это такое? Ничего, сидят там, читают это, труды Бандеры. 10 человек там собралось и реально что-то там читают, они увлекаются, да, разбирают. Так это им рассказал блогер из Барселоны,
для того, чтобы мне из Питера позвонили и рассказали, что у меня в Киеве здесь бандеровские ищения. Понимаете, как это работало? Каким образом? 30 лет. 30 лет вам эту херню в голову втирали. Я понимаю, что если одно и то же человеку долбить бесконечно, да, и в том числе и сейчас, то оно у него отлаживается, будто оно так и есть. Окей, что вы думаете про Крым? Про аннексию Крыма? Или она не аннексия? Что вы Аннексия думаете? Крыма, да. Аннексия Крыма. Каким образом это произошло? Ну, в 2014 году, когда проходил Майдан, как бы воспользовавшись этим, то, что правительство менялось, вот, Россия зашла в Крым, как бы захватила его. Поразительно. Вы прям знаете все как этот вот. Тут историю Украины изучаете или что? Или вы это раньше знали? Ну, уже книжки дали почитать, которые с этой стороны, то есть не то, что нам показывали, а книжки, которые с этой стороны. На вас давят? связь. На вас оказывают давление? Нет, Вас заставляют что-то тут читать? нет. Не заставляют. Делать нечего, вы, наверное, читаете, да? Теперь знакомитесь с тем, как Конечно, это происходит. интересно с этой стороны А узнать. как вы думаете, насколько реальным был референдум в Крыму, который там проводился? Ну, лично как бы я не скажу. Насколько это можно считать объективным волеизъявлением народа? Ну, честно, я как бы не скажу, был далек от этого. Не, ну тут просто по логике, если вы говорите о том, что российское правительство воспользовалось ситуацией, зашло в Крым, да, и сделало захват, то можем ли мы считать этот референдум легитимным? Думаю, нет. Не можем. Хорошо. А что там с Донецком, с Луганском? Вы же, наверное, интересовались этой темой? Вас же, наверное, тоже много по телевизору? Ну, конечно, про них очень много показывают, и в основном как бы на их примере, что... Вот, я же к этому и веду. их 8 бомбят. лет Да, бомбят, да, да, 8 да. лет, да. То, что показывают, что также по мирным жителям ведутся обстрелы, Мгм. бомбежка. Мгм. А скажите, пожалуйста, а если вот бомбят именно мирных жителей в Донецке, что в так называемых Донецкой Луганской республике и Луганской Народной республике делает техника российская? В том числе и тяжелая техника, в том числе и ракетные комплексы, и танки. Что они там забыли? Ну, не скажу, я так понимаю, что это помощь от России или как. Таких же там нет, как помощь от России. Ну, я как бы Ну, такой 8 лет их там нет. не обладаю, там передавалось это или как-то что, откуда Я они не взялись. прошу, Я я еще раз говорю, предполагаю. это же интервью, Я- это, я- это общение. Это же я свое предположение Да, говорю, да, как да. бы не потому что я не думаю, что там большое скопление там в Донецке и Луганске были каких-то. Я, видимо, некорректно задал вопрос просто. Я не имею в виду, как она туда попала, эта техника. Это как бы да и ребенку понятно. Куда она. Не из шахт вылетела и не из космоса прилетела. Да? И не из Грузии там, как некоторые писали, особо одаренные. Понятно, что эта техника приехала из России. Я говорю, если у вас это на телевидении подается, что это война с мирным населением, обстрелы мирных городов, то что там забыла российская техника? Вот что я спрашиваю. Ну, как бы трудно мне ответить на этот вопрос, что он там забыл. А можно ли предположить при таком раскладе, что война идет между теми, кто управляет российской техникой с той стороны, и с нашей стороны? Как бы, вот между ними конкретно непосредственно идут военные действия. Ибо воевать с мирными городами, ну, как бы нет никакого просто смысла, особенно со своими городами. Ну да, я не думаю, чтобы Украина как бы воевала своими городами, если бы, наверное, не вмешались Россия туда, как бы все равно пришло к какому-то диалогу, и все равно бы уже бы закончилась эта война, военные действия на территории. А вы знаете, что очень много людей убежали из Донецка, в частности, и они сейчас тоже вещают, тоже говорят свои слова. Очень много людей оттуда выехало, когда там провелись эти псевдореферендумы. И они рассказывают о том, как проводили эти псевдореферендумы. Они рассказывали о том, что как потом Россия поставила свое марионеточное правительство, как начали сажать людей несогласных, как там устроили Северную Корею 2. Вот это люди тоже, они тоже оттуда, и они тоже это все рассказывают.
и что далеко не всем хотелось там жить под российской нагайкой. Знаете, такая тоже информация? Ну, говорили, что как бы много оттуда ушло людей. Но я думаю, там, наверное, все уже мирные жители как бы оттуда ушли, потому что ну, столько лет жить. Не все, не каждый захотел покинуть свой дом, свою Ну, квартиру. большинство, я думаю, что. Просто многие о том, почему в России слушают своих марионеток, да, которых они же поставили, и как бы не обращают внимания на другие аргументы вообще. Окей, хорошо, ну давайте тогда вернемся к вашей истории. У меня уточнение. Давай. Полетели вы на север Чернигова, вы же офицер, карту видите Да. сверху. На каком удалении от черты города ваша цель была? Ну, как бы обозначен на карте город был, ну, даже не пригород, как бы, а на карте это, ну, примерно километра 2, наверное, 3 от. Ну, то есть вы понимаете, что вы... Карта какого года была? Ну, какого не скажу, но старая. То есть вы понимаете, что вы бомбили город? Ну, уже потом, да, понял, что. Ты все? Пока да. Формальный вопрос, чтобы не забыть, знаете, из разряда. Что вы можете передать российским военным, там, которых сейчас отправляют в Украину другим летчикам? Других летчиков отправляют, которых сюда? Да, которых, как вас отправляют бомбить в Украину. Ну, По координатам. чтобы как бы посмотрели все видео, которые уже я до этого снимал, вот, уже сняты, чтобы посмотрели, что реально происходит здесь, в городах, вот как города уничтожаются, бомбятся, вот, и не выполняли этих приказов, которые по уничтожению городов, ну, и нанесению ударов вообще на территорию Украины. Вы хотите, видео снимал, вы снимали какое-то видео? Ну, не я снимал видео, обращался уже со своими коллегам, чтобы они уже прекратили эти действия. Вы в своими- себе по-человечески чувствуете какое-то раскаяние, там, вину какую-то? Конечно, чувствую раскаяние, вину перед всем украинским народом. Не та речь, которую вы выучили уже и Не, рассказали, да меня не ту. интересует. Я хочу услышать вашу реальную какую-то мысль вашу, то есть об этом. У меня уже здесь было много времени обдумать, осознать то, что увидено, и то, что мне здесь рассказывают. Как бы мне очень стыдно за то, что я выполнял эти приказы. Не знаю того, что здесь происходит. Вот. Даже не знаю, как мне уже никогда, наверное, прощения не вымолить за то, что я уже натворил. Мгм. Хорошо. Ну и, в общем, давайте к финалу истории. Вот ваш вылет второй. Или это еще не финал, я не знаю. Второй вылет, да. Третий мы начали же. Мы уже третий, да, давайте третий. Все, при подлете к цели, набрав высоту для бомбометания, вот, почувствовал удар сзади. Какая цель была, вы не сказали? Ну, скопление вооружений военной Ну, техники. типа стандартно, он сказал, что ему все время дает. Причем, да, стандартное. Вот, почувствовал удар с задней стороны. Самолет начал по тангажу, получается, раскачиваться, то есть с увеличивающейся амплитудой. Вот. Пытался его выровнять, у меня не получалось, самолет не слушался управления. Вот. Потом штурман привел в действие средства аварийного покидания самолета. Вот. Покинул самолет, получается, на парашюте спустился на какой-то дом, упал на забор. Можно этот эпизод уточнить? Смотрите, как долго вы падали? Какое-то примерно может быть расстояние после того, как вы почувствовали этот удар сзади? После того, как... Вот вы говорите, почувствовал удар, заднюю часть или как-то так, да? И расстояние после вот этого до падения самолета? Сколько самолет может вот так вот падать в таком случае? Километр это 2, может быть 10 километров. 10 нет, наверное, километра 2. Наверное. Километра 2 падает. И вы приземлились в
Частный сектор. В частный сектор, Да. возле Чернигова. Да. Возле Чернигова. Да. Что вокруг этого частного сектора в радиусе 2, 3, 5 километров? Как бы то, что я видел, что это частный сектор там. То есть, вперед я смотрел, влево-вправо, что везде частный сектор был. Следуя этой логике, что вы собирались бомбить? Какие-то мирные строения, здания, не знаю. Но там просто нет военных сооружений никаких вокруг, в радиусе 2-3. Я думал, вы скажете 10, еще можно было бы как-то размахнуться. Но если вы говорите, это 2-3 километра, то это, тут не может быть вариантов. Вас подбили над мирным городом. Над мирным городом, рядом мирные села. Правильно это же, Дима? Просто надо уточнить вот этот вот момент именно от конкретно. центра где. Чернигова во все стороны в радиусе 15 километров частный сектор, коттеджные городка Городки. и городки. Можно уточнить координаты, где его сбили, и показать конкретно, где знаете, он где его приземлился? Потому что... Как вот с севера, как там в пригороде, а конкретно... А чем вас сбили вообще? ПЗРК, как говорят. ПЗРК. Окей, ладно, хорошо. Тут суть какая? Технический момент. Вы бомбили Чернигов, по сути, с 3-го дня войны. Вот тут, да, Дима пусть спросит, У потому меня- что у него там мама, там вся У меня острова. мама просидела в подвале 9 дней, пока ее не забрала Чернигов. 9 дней без света, воды, газа она просидела в подвале. Конкретно в дом, в котором я рос, прилетела бомба. В 2 соседних дома. Домов нет. Поэтому ваши фразы о том, что вы бомбили какие-то военные объекты, которых в Чернигове нет. Есть аэродром, который находится далеко от Чернигова, далеко от черты города, вообще от всего-всего. Вот как бы вот так вот. Прокомментируйте, вот как быть людям, которые до сих пор... А сегодня вы разбомбили мост. Вы офицер, вы карту в любом случае смотрели. Чернигов, да? Да. Вы знаете, что такое Чернигов прекрасно. Вы боевой офицер. Вы знаете местность. Ваша фраза, что мы летаем по картам 45-го года, это бред. Утомляет это вытягивание? Нет, Мы да и не договорились. утомляет. Я не верю, что вы не открыли свой смартфон и не посмотрели локации, местность, по которым будете летать. Это даже неинтересно обсуждать. Я знаю, что вы это делали. Вы знаете четко, куда вы стреляли. Я хочу услышать от вас, в чем виноваты мирные жители, которых вы беспощадно бомбили, И бомбить. больница, в которой проводились операции, и прямо в больницу прилетела, в центр Чернигова. Центр. 1 километр до центральной площади. И вы рассказываете, что вы бомбили окраины военных городков каких-то там, военных объектов. В Чернигове их нет. Я как тот, кто родился в Чернигове. Скажите мне в лицо, в глаза, за что моя мать в своем возрасте просидела 9 суток в подвале при температуре 0 градусов. Трудно, конечно, ответить на этот вопрос. А вы ответьте. Вы разбомбили ТЭЦ. Город без электричества, без воды, без газа. Чернигов не маленький город. Там 300 плюс населения, тысяч человек. Вы видели, вы над ним летали. Не один И раз. Чернигов густо заселен, и все, что вокруг Чернигова густо заселено. Это большой областной центр. Прокомментируйте. Можно я сейчас расскажу, чтобы Да, вам конечно. понятнее было. Вот, когда приходят цели, координаты, то есть, чтобы вы понимали, в какой ситуации мы оказываемся. Приносят цели, на этих картах мы, уже повторяюсь, наносим точку, где координаты, куда бомбиться, вот, и рассчитываем маршрут, то есть там даже времени посмотреть что-то
во-первых, там интернет не ловил, во-вторых, это запрещено, то есть если тебя увидят, там, то есть это. Вот. А потом, как бы, обсчитав вот эти данные, докладывали, что готовы, и бегом-бегом на самолет, и выполняли уже задачу как бы, для обдумывания. Не оставалось времени, чтобы обдумать. Ну а как вы ответите, что это было уже не первый раз? Я бы еще мог в это как-то поверить, что в первый раз не было времени посмотреть. Но вы же потом вернулись, 4 дня после Киева вы сидели Не, в ну части. то, что... Между вторым и третьим вылетом по Мы Чернигову. до третьего вылета уже дошли. У вас не было времени между этим? Полотните водички. Не было что? Водички. Ну, Посмотреть, что вы разбомбили. Ну, свои. там, Не, я же про вот те, кто отбомбили, я уже сказал, что это подходили как бы, ну, под военные... ну, Вам сказали, что объекты. это военные. Мы уже разобрались. Да, что да, это да, гражданские. не, что... Дело в том, что Киевская область тоже вся разбомблена. И в том числе и села. Понимаете, что такое села? Деревни. Ну, конечно, понимаю. Там люди жили, коттеджи, дома простые, бабушки, дедушки, бизнесмены, просто семьи. Сравняли с землей. У меня там друг просто, он мне вчера успел позвонить, первый раз за 10 дней смог рассказать, что происходит. Еще как бы нужно обратиться к тем, кто выдает эти координаты, потому что они же не рождаются ниоткуда, не с этого. Нам обратиться? Нет, я хочу обратиться. Пожалуйста. Да, что то, что вы выдаете координаты, на самом деле являются на обычные мирные здания, строения, где находятся люди, вот, не соответствует реальности, что не знаю, откуда такая информация берется, что там скопление там, вооружений, личного состава, там, военной техники. Вот. Как бы не скажу, что надо там лучше выбирать, я скажу, что надо заканчивать эту войну. Хватит уже, не то что хватит, ее не надо было начинать, а то, что уже натворили, и надо уже как бы отвечать за то, что уже натворили, и чтобы еще больше не сделать разрушений, не принести жертв и гибели. По фото и видео разрушенных городов также можете обращаться там в Телеграм, я вам персонально поскидываю. Я просто это говорю зрителям, потому что у меня нет времени на монтаж и нет времени все вот это вот здесь накладывать, это раз, два. Вы же сами потом идете в YouTube и жалуетесь, что у нас тут шокирующий контент. Поэтому никакого шокирующего контента. Поговорим, а так в Телеграм. Да, и все-таки попросил вас бы ответить моей маме, за что она просидела 10 дней, 9 дней. Ну, ни за что она там не просидела. Она, естественно, ни в чем не виновата. На кого вы Обратитесь. вините в том, что она там просидела? Кого стоит в этом обвинять? Ну, Россию, естественно. Россию. Да. А конкретнее? Ну, Россия просто большая. Не, я мы не, ну, звоним людям, вашим сейчас вот не. позвоним, они скажут, мы политикой не интересуемся. Так кого конкретнее? Получается, кто принимал такие решения, президент и как бы его правительство, которое приняло это решение на введение спецоперации на территории Украины. Как вы думаете, насколько вообще адекватны действия президента вашего по введению вот этой вот фейковой спецоперации? Ну, я не нахожу их и логики, как бы, и уже увидели здесь, что это абсолютно как бы ненужные действия. А это спецоперация? Если да, то в чем она заключается, а если нет, то что это на самом деле? Ну, как бы я уже повторяю, что нам доводили, что нацизм... Нет, не то, что вам доводили. Я вас спрашиваю уже по факту. Это спецоперация? Если да, то в чем она заключается? Если нет, то что это на самом деле? Ну, как нам довели, что это спецоперация, то есть слово... Да не вам довели. Это уже не важно, как довели и понял. рассказали, в каком соусе вам принесли. Я сейчас просто не пойму, как ответить на ваш вопрос. Пытаюсь Какие, ответить. как есть? Это я- спецоперация? Давайте по пунктам. Это спецоперация? А, вы имеете в виду? Нет, конечно, это уже как бы убийство идет просто народа. Второй вопрос не имеет смысла, в чем она заключается, потому что ваш ответ убийство народа, да? То есть, что это на самом деле происходит?
В смысле, же убийство народа? Термин А, есть специальный. Да, есть специальный термин для убийства народа. Ну, как вы сказали. геноцид? Есть такое, да. Это геноцид или не геноцид? Прошу. Да. Вы участник этого геноцида? Да. Хорошо, давайте теперь к вашему полету, третьему, да, вот вас подбили, вот вы падаете. Упал на дом, ну, и поэтому скатился на забор. Вот, уже за забором услышал, что русский, выходи. Вот. Ну, уже не распаковывая нас, побежал, перепрыгнул через забор, посмотрел за ворота, что там народу было много. Вот, побежал за дом. Вот. А за мной побежал мужик, вот, пытался меня догнать, ну, не знаю, с вилами или с чем-то. Вот, применил оружие. Вот, Вы применили? да, Какое? ПМ. Стабильный. Да. А что, можно откатиться чуть? Упал на дом. Какой Я же рассказывал, А, да, я штурман дернул уже, привел в действие средства аварийного покидания, я же рассказывал. Это вы где-то рассказывали? Нет, здесь, да? здесь Значит, я пропустил, уже извините. рассказал. Что потом Штурмана начали- как зовут? Константин Фамилия? Криволап. Константин Криволапов. Этот штурман тоже с вами работал по Сирии тоже, да? Да. Мгм. Так, привел в действие аварийное. И что происходит? Катапультирование происходит. Катапультирование. Первый летчик выходит, второй штурман. А самолет приземляется уже независимо от вас. Независимо. Куда он приземлился, вы знаете? Нет. Ну, где-то Ну, тоже где-то в какое-то, Чернигов. наверное, мирное здание прилетел, там сколько людей погибло, непонятно. Вы понимаете, что вы по количеству людей, которых вы уничтожили, вы любому серийному маньяку просто даете фору вот так. Ладно, вы применили табельное оружие, боевой пистолет Макарова на... Не, все-таки эту историю, да, хотелось бы еще раз услышать. Вы приземлились, скатились по крыше, Да. увидели, за вами бежит мужик, то Нет. ли с вилами, то ли не с вилами. Ну, получается, перелез через забор в другой, Да. там посмотрел на улицу, Мгм. ну, выглянул, там народу было много. Вот, побежал за дом, за мной уже мужчина какой-то. Сколько ему лет было? Не скажу. А не народ приблизительно. вам что кричал? Русский, выходи. Да, еще вы не вышли. Ну, На что вы надеялись? Чего убежали? пока как бы еще те действия, которые, ну, до автоматизма, что надо было отстреливаться, убегать, спрятаться, ну, вот, в таком состоянии, что уже себя, наверное, не раз я корил. Ну, вот. Потом, ну, применил оружие, перелез еще через один забор в сарае. Стойте, подождите. Применил оружие, Ну, убили человека. Ну, как сказали, да, Сколько раз вы выстрелили? не могу сказать, ну, несколько раз. Вы несколько раз выстрелили в Мгм. мирного человека, который за вами бежал, я правильно Да. понимаю? Можно еще раз это какой-то фразой общей, да, еще раз, потому что Выстрелил человек, который за мной бежал. Человек упал. Да. кровь вы видели, там, Мгм. снег еще. Вы просто выстрелили несколько раз и дальше побежали. Да. Да, куда вы бежали? Ну, перелез еще через один забор. Уже как бы голоса сильно близко были. Сарай был, строение, пристройка к дому. Мгм. Там уже туда залез. Была щека, ну, шрам остался то, что... Еще невнятно очень прозвучало. Что было? В сарае этом. Щека то, что была прострелена. Ну, шрам, видите, который... Покажите, пожалуйста, потому что не видно. Вот шрам. Как вы получили это ранение? На парашюте, когда спускался. С парашютом спускался. За что-то зацепились? Ну, стреляли. Я понял. То есть С это... земли. Мгм. Прям сказать, что в рубашке родился, ничего не сказать вообще. Ну-ну, и вы увидели какую-то пристройку, сарай, строение, Да, да? да, Вы, да. вы думали там отсидеться, отстреляться, что Ну вы да, думали? в том еще состоянии думал, что там отсидеться. Туда залез в этот сарай, небольшой был. Был с собой перевязочный пакет, ну, просто то, что это, пытался, ну,
приложить его, как-то это обернуть. Ну и тут уже пришли люди, меня ну, взяли в плен, получается. Вот. Ну, все подоставали из карманов. Нет, так а как они пришли? У вас же еще были патроны? Ну, уже там осознание пришло, что как бы, что я делаю. Как бы сказать, из-за вот этого ну, состояния, которое начал приходить в себя, понял, что уже как бы Больше вы в мирных людей не стреляли? нет, А что вы сделали? сдался. Каким образом? Ну, зашли, они, Да. руки вверх, выходи, все, вышел. Они с оружием, по-моему, зашли? Да. С оружием. Это были вооруженные силы Украины в форме? Ну, в черном одето, как бы, я не скажу, но потом уже были в камуфляже люди. Потому что когда вышел, меня на землю Ну, положили. с АК зашли или с какими-то дробовиками зашли? Нет, с автоматами. С автоматом. Полиция. Полиция. А, скорее всего, это полиция в черном. Ну, вот, ну, после этого вывели на улицу, вот, подъехала машина, вот, меня туда посадили, провезли какое-то расстояние с открытыми глазами, где показали разбомбленную школу, или больницу, ну, здание, то есть Это будет школу. разбомблено. Школу. Ну, вот. То есть прямо там на месте вы увидели разбомбленную школу, Ну, вам показали, не да? прям, да, ну, как бы отвезли какое-то Ну, расстояние, вот. не могу сказать. Ну, это же в любом случае расстояние, Да. радиус, то, что мы говорили сейчас, там Да. 2-3 километра, правильно? Ну, вот, разбомбленные здания показали, вот, потом завязали глаза, ну, уже привезли, не знаю куда. Но вы убедились в том, что вы бомбили школы и все Да. прочее? Как вы думаете, сколько вы людей убили? Думали над этим вообще? Думали, конечно. Ну, уже-то думал, конечно, что Ну, много. так. Ну, так навскидку, там, взять Сирию, Украину вместе, или, может быть, Сирию не даже не надо, брать, просто Украину, сколько людей. Не могу сказать. Вы же в любом случае над этим задумывались. Ну, что очень много. Ну сколько? Ну число. Я знаю, сколько погибших в Чернигове от авиаобстрелов. Ну, я как бы, Ну, если радиус поражения 1,5 километра, вы говорите, а сбросили вы сколько, как минимум, снарядов? 2 раза по 6. нет, первый раз 6, вторые 250-270, то есть, ну, 270 килограмм, которые небольшие, 8 штук. И 8 штук. То есть, 6 да, и 8. если хотя бы один из этих 8 штук попал куда-то в жилое здание или в школу, то это десятки просто людей. Ну, так. Это если брать один, а если брать больше. Ладно, я не думаю, что стоит затягивать еще больше. От себя есть что-то добавить? Ну, как бы я уже обращение и сказал и к своим коллегам, и к правительству, чтобы они все-таки одумались и приняли грамотное решение прекратить эти боевые действия. Окей. Так, У вас кольцо еще есть, да? У вас кольцо не забрали? Нет. перед звонками остановим запись. Вы в Москве? Да, А зачем? да. Ну говорите уже, что, по поводу меня вызвали, что ли, или что? Братан, привет. Привет. Че ты как? Да ничего, нормально. А это кто? Это брат твой Санек, ты че? А, Санек, здорово. Ну, здорово. Давай зайдем, значит, ну, А что вы в Москве-то делаете? Алло. Саш, А, а почему телефон Матвея высписывает? ну я не знаю, далее позвонить. Потому что из Украины поблокировали входящие звонки. У тебя место сменили? Что? Ты там же находишься или место сменили? Да нет, там же все хорошо. Из Украины запрещены звонки в Россию. Вы заблокировали. Ну, нас как просили довести командование до сведения, мы с кем ходим, во все двери стучимся и доводим до сведения. А по поводу того, что я в плену или что? Понятно. А дети с кем остались? Че, Саш? А дети с кем остались?
Алло, Алло. алло, а дети с кем остались? Плоховато. С бабушкой. А, понятно, понятно. А вы в статусе пленного вообще официально? У тебя как дела, Саша? С тобой все хорошо? Да все хорошо. А я как официально значусь в статусе пленного, мам? Да. Да? Это видит. Что? Ходим везде, добиваемся, как говорится, это, и нам официально, да. Ну понятно. Леня, что там, выздоровел, нет? Ну, получше ему много даже. Ну он ветрянкой, да, заболел? Ирина Александровна его в поликлинику поведет. Там тебя кормят, нет? Да здесь относится все хорошо, по этому поводу не переживайте. То есть питание горячее каждый день. Вот, то есть ну, в тепле нахожусь, все хорошо. Не переживайте по этому поводу. Саш, а как они насчет обмена ничего не говорят? Но это Какой не... шанс на обмен? Я не могу сказать, мам. Понятно. А еще такой вопрос, да, про штурмана ничего не слышно? Ну, у нас, насколько я знаю, убили. Ну да, я знаю. Я не вижу тела, они там ничего. Не знаю, нет пока. Ты не в курсе? Нет, не в курсе. Понятно. А это вы по всем инстанциям ходите, чтобы меня как в пленные, да, это записали? Да, что ты как пленный. Ну, чтобы это, обо мне, я имею в виду, что обо мне узнали, что я в плену, да? Все. Саш, повтори, что плохо слышно. Я говорю, чтобы узнали, что я в плену, да? Да. Понятно. Они могут продиктовать телефон жены, мы ее наберем. А она рядом. Они же разговаривают. Да. Можно от журналиста Ты же и отделить? так вроде в плену. Ну да, в плену. Это я сейчас пришли журналисты, с ними общаюсь, вот они мне дали позвонить. Что, блядь? Журналисты пришли ко мне, дали позвонить сейчас. Можете спросить, за что россияне убивают Понятно. украинцев? Тут вопрос такой, за что россияне убивают украинцев? Слышите? Слышу, но это не к нам вопрос. Это к вышестоящим, наверное, все-таки вопрос. Мы простые люди. От простых людей ничего не зависит. Ну, в Ты целом, военный все, что, человек, да, все, что дальше будет сказано, я знаю, просто важно было услышать. Понятно. Ну А все, там, как говорится, пусть они официально спрашивают у других, за что так. Давайте, заканчивайте по своим этим самым вопросам. По личному поводу. ладно, это мама, все, давайте, со мной все хорошо, не переживайте. Вот, я вас люблю, обнимаю, целую. Все за тебя молятся. Мы очень ждем тебя и надеемся, что там такие же человечные люди, как они и говорят. Да они здесь намного человечнее, чем мы вообще. Позвони. Мы все-таки надеемся, что все будет хорошо. Везде. И наступит когда-нибудь мир. Все-таки. Мы Богу молимся за это. Спасибо. Ладно, я вас люблю, целую, давайте. Мы любим и ждем. Любим тебя, мой хороший. С женой Очень поговорить. люблю тебя. Да нас... И тебе огромный привет от папы, от мамы, от братья, от всех наших. Ладно, Ждем. спасибо. Спасибо за поддержку, она чувствуется. Ладно, все, если все будет хорошо, увидимся еще. Я тебя тоже, Настенька, люблю. А у Лени ветрянка? Я очень надеюсь, что нет, Саша, у него конфузом. А, понятно. Все-таки, как всегда, нет. Прям. Ладно, я вас люблю, целую, обнимаю. Люблю тебя. Давайте, все. Саша, мы тебя любим. Все, Давай, братан, держись. все, Всё счастливо. будет хорошо. Давайте, Мы спасибо тебя за поддержку. дома. Всё, Дома тут. Ладно. до свидания. Пиши. Как детки ваши? Нормально. Все хорошо.
Ну, в прошлый раз, когда разговаривал, сказали, что заболел. Вот я сейчас просто уточнил, что... А наши вот гибнут. Такие же, как у вас. Вы это осознаете? Да. Вы осознаете, что вы не рычаг, не механизм, и не микросхема, которая выполняет команды по координатам, а вы человек, который непосредственно принимает тоже свое решение и убивает других людей. Вы это осознаете? Сейчас, да, осознаю это. Что бы вы сделали, если бы вы сейчас оказались на том месте перед вылетом, зная все наперед? Я бы отказался от выполнения этих Каким приказов. образом? Да, ну, отказался бы и как бы... И что бы с вами было? Те бы последствия, это было бы со мной, но никто бы от этого не пострадал. Как военный человек, как, наверное, любой, нас воспитывает Родина так, что мы должны выполнять ее приказы. Но приказом рознь. Вот, я уже здесь убедился, что все эти приказы не стоят тех людей, которые сейчас убиты. Ну, едва ли вам кто-то поверит, но свое слово вы сказали. Да. Спасибо. Да не дойдем что-нибудь? или, Вы блядь, сами как-то? все слышали. Не, ну как это? Ну, тебя показали по всем телевизорам. Все знают, что ты в плену. Твоя мать и жена должны бегать по инстанциям и доказывать, что ты в плену. Расскажи, как это работает у вас. Да, ну, я сейчас сам как бы то, что узнал первый раз, как бы, что они вообще в Москве. И, ну, я не знаю, на каком уровне они могут, наверное, там вот, добиться этого, до сознания. То, что я им рассказывал уже неоднократно по телефону. Наверное, они это все передают, чтобы с той стороны. Что ты думаешь, что будет дальше? Ну, мысли же есть у тебя по-любому, ты же военный. Знаешь. В Сирии было легко, потому что не было ПВО. Да. Здесь Ну, здесь ПВО сильно. ПВО сильно. Вообще, а в Сирии вообще ПВО не было, да? Я Нет, забыл. там какие-то были, но они сразу их подавили. А скажи такую историю, потому что сейчас очень много пилотов катапультируются, и у них у всех подрезанные ремни. Мне уже, да, неоднократно говорили. Нет, это фотографии уже десятки. Нет, да, показывали, что... Как это? Мне чисто интересно, вот как ты это можешь сказать. Ну, есть специальная служба, которая обслуживает именно кресла. Вот, ну, изначально, как рассказываю, что это, ну, как любая служба, они ведут документацию, ту, по которой, ну, понятно. проводят регламент, это как так получается, что там ремни подрезаны. А пилот, получается, не может сам проверить. Нет. То есть ты садишься уже в машину и Да, полетел. Да. Как ты можешь жить, зная, сколько ты людей загубил? Родители говорят, в церковь ходят, молятся. У них как это складывается вообще с религиозностью или с верой? Знать, что столько людей, это все приказом, да, то есть оправдывается. Вот приказ и все. Да. Я убил 50 человек, потому что мне приказали. Боженька, спаси. В церкви поставлю свечку, и мне все простят. Мне уже ничего не простится. Ну, мы не священники, мы не знаем, что тебе там проститься или не проститься, мы просто пытаемся понять, как это в голову тебе вкладывается. Я просто хотел сказать, что по тебе что-то сбрасывать уже смысла нет, потому что я так понимаю, что все, что ты мог сказать, ты уже сказал. То есть все уже как бы задокументировано, записано, все твои преступления уже, вот они на ладони. Или есть еще можешь что-нибудь добавить. Просто если ты добавишь, расскажешь, да, то меньше будет шансов, что тебя твои же здесь попытаются ликвидировать, потому что ты уже все равно все рассказал. Я уже все как есть рассказал.